Это новый Mercedes Vision One 11, и это современная версия суперкара S111 1969 года. Купе по дизайну напоминает знаменитого предка, но оснащено современной электрической установкой на 1360 лошадиных сил. Концепт является своего рода трибьютом знаменитому суперкару Mercedes S111. Экспериментальная модель не стала серийной, но выпустили целых 15 прототипов с бензиновыми V8, а также дизельными и роторными двигателями. Новый Vision One 11 по дизайну во многом повторяет знаменитого предка. У купе обтекаемый клиновидный силуэт с низким капотом, а его двери поднимаются вверх по принципу крыло чайки. Стиль 60-х господствует и в салоне. В отделке присутствует серебристый кожзам, а на всю ширину передней панели растянут пиксельный дисплей. Руль-штурвал выполнен в духе болидов Формулы-1. А вот начинка у Vision One 11 современная. Суперкар получил инновационные электромоторы с осевым потоком. Такие моторы очень мощные при компактных размерах. В Mercedes Vision их 4 по одному на колесо, а суммарная мощность составляет 1360 лошадиных сил. Итало-американский бренд Era представили инновационный электрический седан с футуристичным дизайном. Электромобиль получил богатое оснащение и большой запас хода. В мае состоится презентация электрокроссовера Era, а сейчас бренд порадовал публику новой моделью. Новинка построена на базе кроссовера, но получила другой кузов. Спереди расположены узкие фары и большие воздухозаборники в бампере. Седан отличается обтекаемым дизайном и необычными дверьми. Сзади установлены узкие светодиодные фонари и массивный диффузор. На крыше багажника разместился фиксированный спойлер. Пока обе модели представлены в виде концепт-каров, но Era заявляет, что серийные версии будут мало чем отличаться от них. Они сохранят свой уникальный дизайн и передовые технологии. Седан оснастят несколькими электромоторами с суммарной мощностью 800 лошадиных сил. Разгон от 0 до 100 км в час будет занимать около 3 секунд. Автомобиль оснастят аккумуляторной батареей емкостью 120 кВт-ч. Это обеспечит запас хода более 800 км на одном заряде. Также седан получит футуристичный интерьер с огромными дисплеями внутри. Рулевое колесо получит скошенную прямоугольную форму. Первые поставки кроссовера и седана Era клиентам начнутся к 2026 году. Модели будут продаваться в Северной Америке, Европе и Китае. Компания Renault представила свой новый автомобиль, который по всем показателям тянет на позицию одного из флагманов модельного ряда. Речь идет о купе-подобном кроссовере Renault Rafale, названном в честь самолета, когда-то устанавливавшего рекорды скорости. Новый Renault Rafale отличается стремительным силуэтом с купеобразной крышей и заостренной задней частью. Передняя часть выполнена в новом фирменном стиле с широкой решеткой радиатора и изогнутыми вертикальными ходовыми огнями. Кроссовер Renault является близким родственником модели Austral и E-Space. Авто достигает 4,71 метра в длину и 1,86 метра в ширину. Родство с собратьями заметно в салоне. У авто приплюснутый руль, виртуальная панель приборов и 12-дюймовый портретный тачскрин, а также данные проецируются на лобовом стекле. Сначала кроссовер получит гибридный силовой агрегат, построенный на основе 1,2-литрового трехцилиндрового бензинового мотора и электродвигателя. Суммарная мощность будет составлять 200 лошадей, привод на передние колеса из-за сложной роботизированной коробки без сцеплений. Следующая версия Renault Rafale снова станет гибрид, однако уже 300-сильный. Таким образом, этот автомобиль получит не только увеличение мощности, но и полный привод. Уже известно, что продажи Renault Rafale в 200-сильной версии стартуют весной 2024 года, однако 300-сильную версию с полным приводом придется подождать. Надеемся, что видео было для вас интересным. Еще больше интересных новостей вы сможете найти у нас на канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем